Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня пройдемся по ряду важных новостей. Мерц будет избран канцлером 6 мая 2025 года, если не случится страшных непредвиденных ситуаций. Европейский Союз торжествует. Фридрих Мерц рассматривает возможность поставки дальнобойных ракет «Таурус» в Украину. Раскол в новой коалиции. Социал-демократическая партия Германии расходится во мнении с будущим канцлером Фридрихом Мерцем относительно льготного билета на проезд Deutschland Ticket. Начну с важной и долгожданной новости. Если все пойдет по плану, уже через 3 недели Германия получит новое правительство, а глава ХДС Фридрих Мерц будет избран федеральным канцлером. Сейчас председатель Бундестага Юлия Клёкнер активно готовит все необходимое для этого процесса. До этого момента стороны коалиции должны окончательно согласовать и подписать коалиционное соглашение. Прошло уже 2,5 месяца с момента проведения парламентских выборов в Германии, и теперь ожидается, что 6 мая 2025 года Бундестаг официально изберет Фридриха Мерца на пост канцлера. Как сообщает пресс-служба Бундестага, Юлия Клёкнер занимается организацией и подготовкой к этому дню. Но для того, чтобы этот план стал реальностью, необходимо, чтобы ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии дали свое согласие на условия нового коалиционного соглашения. Правление ХСС уже проголосовало в поддержку коалиционного договора. Теперь очередь за ХДС, которая проведет 28 апреля 2025 года малый партийный съезд, где и будет принято окончательное решение. Члены Социал-демократической партии Германии, в свою очередь, начали цифровое голосование по поводу 144-страничного соглашения. Оно продлится со вторника по 29 апреля. Но просто большинства голосов недостаточно. Здесь необходимо, чтобы в голосовании участвовали не менее 20% всех членов партии, иначе процедура будет признана недействительной. Тем временем молодежное крыло Социал-демократической партии Германии решительно выступило против данного соглашения. Цитата: «Наше решение – это отклонение», заявил председатель организации Филипп Тюрмер. По его словам, чтобы ЮСОС, эта молодежная организация, поддержали коалицию, нужно ввести существенные изменения. Это мнение разделяет и федеральное руководство молодежной организации, которая в тесной координации с региональными и окружными структурами пришла к единой позиции. Напомню, что всего в организации состоит около 70 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 1/5 часть всех 358 тысяч членов Социал-демократической партии Германии. Председатель СДПР Ларс Климбаль прокомментировал эту ситуацию в эфире одного из немецких телеканалов. Цитата: «У каждого есть право проголосовать так, как он или она считает нужным. Это основа демократии». Он также подчеркнул, что все должны понимать, к чему приведет провал коалиционных переговоров в центре демократического спектра. По его словам, альтернативой могут стать досрочные выборы или правительство меньшинства. Но с учетом нестабильной международной ситуации Германия должна оставаться островком стабильности, и для этого стране необходимо устойчивое правительство. Если Фридрих Мерц будет все-таки избран канцлером, то в тот же день 6 мая в Бундестаге состоится присяга его кабинета. Таким образом, ровно через полгода после распада светофорной коалиции, а именно с 6 ноября 2024 года, новое правительство сможет официально приступить к работе. Согласно статье 63 основного закона, федеральный канцлер избирается Бундестагом по предложению президента страны без обсуждения. Для этого требуется абсолютное большинство голосов депутатов, то есть 316 голосов. После избрания Фридрих Мерц немедленно отправляется в резиденцию президента ФРГ, дворец Бельвю, где Франк-Вальтер Штайнмайер вручит ему официальный документ о назначении. Затем новый канцлер вернется обратно в Бундестаг, где и будет произведена присяга. Для этого из сейфа председателя Бундестага извлекается оригинальный экземпляр основного закона, из которого Мерц должен будет зачитать текст клятвы. Я буду следить за этими событиями и при изменениях в ту же минуту вам сообщать, поэтому подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следующая резонансная новость снова из Германии. Она вызвала активное обсуждение не только внутри страны, но и за ее пределами.
В Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза главный дипломат Евросоюза Кая Каллас выразила удовлетворение тем, что Германия, возможно, все-таки передаст Украине ракеты дальнего действия «Таурус». Она отметила, что каждый член Европейского Союза предоставляет Киеву то, что может, но добавила, цитата, «Я думаю, сигнал очень ясен. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защищаться и чтобы не погибали мирные жители». Фридрих Мерц вновь открыто поддержал идею поставки Украине крылатых ракет «Таурус», подчеркнув, что это возможно только при координации с европейскими партнерами. В интервью немецкому телеканалу глава Христианско-демократического союза заявил, цитата, «Речь не о том, чтобы мы сами вступали в этот конфликт, а о том, чтобы мы снабжали украинскую армию таким вооружением». Он напомнил, что и ранее придерживался этой позиции, особенно в период, когда находился в оппозиции, и сейчас ее не изменил. Мерц отдельно отметил, что украинская армия должна перестать находиться исключительно в оборонительной позиции. Цитата. «Она всегда только реагирует. Уже 3 года Украина лишь отвечает на действия противника, но теперь ей нужно начать самой влиять на развитие событий». В качестве примера он привел возможную атаку на ключевой стратегический объект Керченский мост, который соединяет Россию и полуостров Крым. По мнению Мерца, уничтожение этой артерии могло бы изменить расстановку сил на фронте. Кроме того, он добавил, цитата, «Я не верю, что Путин реагирует на слабости мирные предложения. Он должен в какой-то момент осознать бессмысленность этой войны. Для этого мы должны помочь Украине». Эти заявления стали особенно примечательны на фоне более осторожной риторики Фридриха Мерца в период избирательной кампании, когда он предпочитал не делать резких заявлений по теме «Таурус». Неудивительно, что реакция из Москвы последовала незамедлительно, Кремль, как и раньше, ответил резкими заявлениями и угрозами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца ведут к новой эскалации конфликта и могут неизбежно привести к дальнейшему обострению. Он добавил, что лидер ХДС поддерживает меры, которые только ухудшают ситуацию. Бывший президент России Дмитрий Медведев также не остался в стороне и в привычной для себя манере написал на платформе X угрожающим тоном. Теперь Мерц предлагает атаковать Крымский мост, подумай хорошенько. Таким образом, заявление Фридриха Мерца не просто оживило дискуссию вокруг поставок вооружения Украине, но и вновь обострило дипломатическую напряженность между Берлином и Москвой. Следующая важная новость касается растущего раскола внутри новой правящей коалиции и усиливающейся критики Социал-демократической партии Германии по поводу недавнего заявления Фридриха Мерца о возможном пересмотре Deutschland Ticket, то есть это популярном проездном билете по всей Германии. Это заявление вызвало немало споров и обострило напряжение между будущими партнерами по правительству. Сам Deutschland Ticket действительно пользуется, как вы знаете, широкой популярностью у населения. За фиксированную ежемесячную плату в размере 58 евро граждане могут свободно пользоваться региональным и пригородным транспортом по всей Германии. Однако этот билет не обходится бюджету дешево. Он требует государственных субсидий в размере 3 миллиардов евро в год, чтобы покрыть недополученные доходы транспортных компаний. Для Социал-демократической партии Германии такие дотации не представляют собой проблемы. Партия считает, что социальная польза от доступного транспорта важнее финансовых соображений. Но Фридрих Мерц, который, как предполагается, станет новым федеральным канцлером, заявил, что намерен проверить эффективность и обоснованность таких затрат. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны вероятного коалиционного партнера. Особенно остро высказалась Исабел Кадермуртери, депутат от СДПГ и официальный представитель по транспортной политике фракции в Бундестаге. Она подчеркнула, цитата, «Билет – это огромный успех, и Фридриху Мерцу не мешало бы перестать ставить его под сомнение». Кадермуртери также добавила, что сейчас действительно имеется необходимость в дополнительном финансировании, которое поровну покрывает федеральный центр и земли. Но по ее словам, чем больше граждан оформляют это абонементное обслуживание, тем меньше становится потребность в субсидиях, так как увеличиваются доходы от продаж. Поэтому, по мнению СДПГ, главное послание должно быть абсолютно ясным. Цитата. «Deutschland Ticket остается, его цена по-прежнему привлекательна, а коалиция придерживается заключенного соглашения».
Сам Фридрих Мерц в воскресенье вечером в эфире передачи Карен Миоска отметил, что так называемая полная стоимость билета на данный момент составляет около 90 евро в месяц. А это означает, что уровень субсидирования довольно высок и должен быть предметом обсуждения. Он также признал плюсы билета: возможность свободного проезда по всей Германии за фиксированные 58 евро, но добавил, цитата: «Это все нужно оплачивать, и именно поэтому это находится под вопросом». Согласно заключенному коалиционному соглашению между ХДС, ХСС и СДПГ, программа Deutschland Ticket должна быть продлена и после 2025 года. Но уже сейчас запланировано, что с 2029 года начнет расти цена, и пользователи будут поэтапно и социально справедливо вносить больший вклад в ее финансирование. Новый финансовый механизм должен включать четкое распределение расходов между федеральным бюджетом и землями и самими пользователями. На текущий момент федеральное правительство и федеральные земли ежегодно выделяют по 1,5 миллиарда евро каждая, всего 3 миллиарда евро в год, чтобы компенсировать потери транспортных компаний, ведь большинство старых проездных абонементов стоили существенно дороже. Однако стоит отметить, что федеральные средства пока гарантированы только до конца текущего года, и этот факт также вызывает беспокойство у сторонников сохранения Deutschland Ticket в его нынешнем виде. Друзья, как вы оцениваете предстоящие изменения в немецком правительстве? Поддерживаете ли вы идею поставок ракет Таурус Украине, и как считаете, должен ли Deutschland Ticket оставаться в нынешнем виде? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!